Ребята, ну что ж, как вы себя чувствуете после новогодних и всех этих праздников? Я надеюсь, вы уже давно изгнали дух оливье из своего холодильника и готовы приступить к новой своей жизни в 2018 году. Как вы поняли по названию, сегодня я снимаю фитнес-покупки. Я решила возобновить эту рубрику. У меня целый плейлист есть на канале с такими роликами о моих покупках, приобретениях, все, что касается фитнеса, продукты, разные добавки, спортивные добавки, какие-то косметические средства для тела, по уходу за телом. Так что, если вам интересна вся эта тематика, то обязательно ставьте лайк. Наконец-то я получила свою посылку с iHerb. Если кто помнит, я делала заказ на этом международном сайте 10 декабря, и 29 декабря она уже ко мне пришла, хотя я думала, что придет аж в январе, после праздников. Поэтому 19 дней для доставки, в принципе, это не так уж и много. Как я делала заказ на Украину, я прикреплю вам влог, в котором я все это показывала. Но, в принципе, все очень даже просто. Есть сервис Boxberry, который сотрудничает с Новой почтой. И когда вы заказываете посылочку с iHerb, вы выбираете не свой физический адрес, а адрес отделения Новой почты, который находится ближе всего к вам. Когда приходит посылка, вам просто приходит смс с Новой почты, что ваша посылка пришла, вы приходите на отделение Новой почты, забираете вашу посылку и все, счастливо идете домой. И, конечно, старайтесь заказывать не больше 5 килограмм, потому что если посылочка будет больше 5 килограмм, там этот Boxberry, этот сервис будет брать больше денег за доставку, или же какая-то таможня что-то захочет с вас взять, поэтому лучше рассчитывайте на 5 килограмм. Самое тяжелое, что у меня было в этой упаковке, это, конечно, протеин. И здесь у меня целый бутыль протеина Синта 6. Я уже пробовала этот бренд, правда, очень давно, и, конечно, был совсем другой вкус. Это у меня здесь strawberry milkshake, клубничный молочный коктейль. Вроде бы очень хорошие отзывы были на этот вкус, и я решила взять. И в этой баночке у меня 2 килограмма 270 грамм. В принципе, ее должно хватить на месяц, нам вдвоем с Димой, если мы будем пить этот коктейль 2 раза в день. Так у меня обычно бывает по моим расчетам. Но вообще вы меня часто спрашиваете о том, как заказать протеин. Если, допустим, на том же сайте iHerb, как его выбрать, очень много разных брендов. И первое, на что вы должны обратить внимание, это, конечно же, на состав этой баночки. На сайте iHerb там целые распечатки есть, вы можете почитать. Здесь я сразу же смотрю, сколько грамм протеина я получаю в одной порции. Одна порция это 1 скуп, и это обычно бывает 47 грамм, ну, в общем, это все здесь тоже написано. Здесь я получаю в одной порции 22 грамма белка. Дальше мы смотрим, сколько здесь сахара, потому что для нас все-таки главное протеин. То есть зачем мы покупаем протеин? Для протеина, логично. Но очень часто бывает, что помимо протеина, важного компонента в этой банке, намешано очень много сахара, очень много разных добавок, которые нам совершенно не нужны, то есть это мусор. Так вот, этого мусора должно быть здесь минимальное количество. Сахара здесь 3 грамма, хотя я знаю, что может быть гораздо меньше. И аминокислоты тоже очень важное, что должно быть в этом протеине в достаточном количестве. Здесь у нас их 10 грамм. В принципе, этот бренд хороший, я могу его советовать, Синта 6. Хотя для меня Optimum Nutrition 100% whey протеин является самым лучшим на сегодняшний день, но по вкусу он мне не очень нравится, поэтому я вот ищу для себя идеальный протеин. Дальше я решила взять себе аминокислоты этого же бренда, и смотрите внимательно на iHerb, там очень часто бывают акции. Если ты берешь, допустим, протеин одного бренда, что-то дополнительное к нему, можно взять со скидкой или в 2 раза дешевле. Ну, в общем, там постоянно какие-то акции. Есть в капсулах, есть сухие, есть жидкие. Какие выбрать? У меня есть отдельный ролик по поводу аминокислот, посмотрите его, пожалуйста. Вкратце скажу, что я пробовала, наверное, все виды аминокислот, и в сухом виде для меня лично удобней. Я просто беру с собой воду на тренировку, разбавляю порцию аминокислот в воде. Смотрите, все это по соотношению. Все должно быть написано на упаковке, сколько воды, сколько порций. Пью эти аминокислоты вместе с водичкой перед, во время и после тренировки. Обычно такие аминокислоты бывают с посластителями, потому что в чистом виде они просто невыносимые, поэтому приходится чем-то жертвовать. Но опять же обращаю внимание на состав. У меня здесь написано sugar free, то есть zero как бы сахара, и здесь у меня 10 грамм аминокислот, поэтому буду пробовать эти, потом уже дам знать вам, как они мне понравились или нет. Так,
что у меня тут дальше? Следующая моя добавка, очень важная как для девушек, так и для мужчин в любом возрасте, это коллаген. Если вы впервые слышите такое слово коллаген, то запомните его и сразу же добавляйте его в корзину и покупайте, потому что эта добавка номер один для тех, кто хочет всегда быть красивыми, здоровыми, чтобы ваша кожа была сияющей, подтянутой, без морщин, чтобы вы сохраняли свою молодость. У меня есть разные крема и тюбики, и я занимаюсь уходом за своим лицом, но нужно понимать, что наша красота, то, как мы с вами выглядим, как наше тело выглядит, все идет изнутри. Именно эта добавка помогает улучшить состояние эластичности нашей кожи, вследствие чего она выглядит более здоровой и подтянутой. Очень много разных брендов коллагена я видела на iHerb, но именно у этой коробочки было больше всего отзывов, поэтому я решила взять именно ее. Коллаген в порошковом виде, и здесь порцию нужно сначала развести немножко в воде и потом добавлять стакан воды. Не знаю, как он будет по вкусу, но если мне даже он не понравится, его можно разводить с каким-то соком, чтобы было приятнее пить. И после приема такой вот порции лучше где-то час не кушать. Так указано в рекомендациях, буду пробовать. Добавка очень интересная, поэтому давайте, наверное, дадим месяц мне на тестирование ее. Я буду принимать ее каждый день, все как указано в упаковке. Не знаю, насколько хватит ее, может быть на месяц, а может быть даже меньше. И по окончанию этого курса я дам вам знать, если у меня какие-то результаты, возможно, сфотографирую свою кожу лица до и после. Мне будет очень интересно, тем более вы знаете все о моей проблеме с кожей, о моих высыпаниях, поэтому это как раз то, что мне нужно. Что у меня тут осталось? У меня есть еще мультивитамины, женские и мужские. Это бренд Alive, очень популярный бренд в Америке, и у него, наверное, самые высокие отзывы на iHerb. Если вы выбираете витамины, такие вот комплексные, чтобы укрепить ваш иммунитет, Alive это, наверное, номер один вообще на iHerb. В этой упаковочке 60 таблеток. И если вы принимаете каждый день, хотя так и нужно делать, то, конечно же, хватит на примерно 2 месяца. Я не принимала комплексные витамины месяца 3, это был такой плановый перерыв, потому что витамины постоянно принимать нельзя. И нужно делать такие перерывы, допустим, 3 месяца вы их пьете, 3 месяца делаете перерыв, потом опять пьете, потом опять перерыв. И то время, когда вы их пьете, лучше выбирать на зимне-осенний период, когда мы более всего подвержены к заболеваниям, к тому, что мы подцепим какой-то вирус и просто заболеем. Я болела в последний раз в марте, практически год назад. Если вы помните, я ездила в холодный Огайо, там перемерзла и заболела. И что интересно, когда мы приехали сюда в холодный Киев, у меня было ощущение того, что я вот-вот заболею. Вот такое вот чешущее состояние в носу, такая слабость. Но мой иммунитет все это переборол, и я не болела. То есть можно сделать вывод, что иммунитет действительно окреп, и он борется с разными вирусами. Так что советую вам попробовать эти витамины. Конечно же, лучше выбирать для девушек женские и для мужчин мужские. Поэтому я вам тоже оставлю ссылочку в описании. И последнее, что касается еды в моей коробочке, это вот такие вот специи. Я наслышана об этой паприке, копченой паприки очень много. Как она пахнет! Обалдеть! Я уже представляю, как это будет вкусно. Я слышала, что многие используют эту паприку именно для курицы, но в последнее время я отказалась от куриной грудки и вообще от курицы в целом, чтобы почистить также свою кожу. Сейчас я ем только говядину, свинину иногда, индейку и рыбу, конечно же. Поэтому я буду с этим мясом использовать эти специи. И я думаю, что это будет очень вкусно. Тем более обращаю внимание, что эти специи абсолютно органичны и полезны для вашего питания. Ну что ж, с iHerb коробочкой мы с вами закончили. В принципе, это довольно-таки хороший, удачный заказ для меня получился. Я напоминаю вам, что я оставлю ссылочки на все эти товары в описании. Также напоминаю вам, что у меня есть свой личный код на 5% скидку на все товары с iHerb. Его очень легко запомнить. TED0099. Так что, если вы будете что-то заказывать из того, что я вам показала, может, вам что-то понравилось, или просто на сайте iHerb, потому что там просто уйма всего полезного для вашего здоровья, то просто вводите этот код и получите свою скидку. С iHerb мы закончили, и давайте напоследок покажу вам некоторые еще товары, которые просто я купила здесь в магазинах, и которых просто вспомнила, когда я приехала сюда на Украину, то, что они мне помогали в моем питании, и то, что они мне очень-очень нравились. Давайте начну с цикория, потому что, когда я увидела его на прилавке, я просто прям проностальгировала и вспомнила о том, как я снимала раньше влоги правильного питания, когда я его покупала, разбавляла молочком. И это вообще очень такой вкусный напиток, как заменитель кофе. Я в последнее время очень
очень часто пью кофе, я иногда торможу себя и так вспоминаю, блин, это, наверное, 3-я чашка за сегодня. Особенно я любитель капучино перед тренировкой, чтобы взбодриться, и сама понимаю, что все-таки это бустер, и нужно потихонечку избавляться, хотя бы сводить к 1 чашечке в день кофе. А вот такой вот цикорий, он имеет свой привкус небольшой, он напоминает растворимый кофе, хотя вот такие упаковочки есть с женьшенем, с какими-то другими ароматизаторами, если вам не нравится такой вот классический цикорий. Да и вообще этот порошочек очень даже полезен. Это такое растение, из которого делают вот этот порошочек, и там у него очень много разных витамин, минералов, антиоксидантов и тому подобное. Так что обратите внимание, если вы хотите заменить слишком много чашечек кофе на более полезное, то вот такой вот цикорий и вообще что-то подобное можно найти в отделах для диабетиков в супермаркетах или в аптеках. Дальше у меня здесь семена льна, очень полезный источник жиров. Такую упаковку тоже можно купить как в аптеке, так и в любом супермаркете. Поищите, они там 100% должны быть. Эти семена я, наверное, добавляю везде: в салаты, в выпечку, в овсянку, в разные каши. Очень хорошо то, что такие семена не дают какого-то специфического запаха или привкуса, когда что-то ешь, то есть они совершенно не портят ваше блюдо, поэтому если вы хотите как-то оздоровить ваше блюдо, то обязательно добавляйте такие семена куда угодно, вот реально куда угодно. Так, дальше у меня здесь стевия в порошковом виде. И, кстати говоря, многие меня спрашивали о том, в каком виде стевия лучше. Есть в таблетированном виде, есть в порошковом, есть в каплях, а есть вот как реальная травка, потому что стевия это по сути такая очень-очень сладкая трава, ее бывает засушивают, ее тоже можно куда-то добавлять. Это натуральный сахарозаменитель, и никакого вреда от него вы не получаете. Так вот, в каком виде лучше всего покупать стевию? Для меня лично лучше всего в порошковом виде, потому что я примерно могу понять, сколько я сладости добавлю чему-то, и именно в порошковом виде я не ощущаю какого-то странного привкуса, хотя многое зависит именно от бренда. Я вот такой вот нашла в супермаркете, опять же в отделе для диабетиков, там ищите. И последнее, что вам покажу для питания, это одна из самых тоже полезных добавок для вашего рациона, если вы хотите очищать свой организм, очищать ваш кишечник. Клетчатка это номер 1 для этого. Это, если сравнить, допустим, как скраб для вашего лица, так это скраб для вашего кишечника. А в первую очередь я такую клетчатку делала для того, чтобы опять же почистить свое лицо, да и вообще для всех она необходима, в особенности, если вы едите много мяса, много белка. Клетчатка как раз помогает усвоить хорошо весь этот белок, и чтобы ничего лишнего не задерживалось в вашем организме. У меня клетчатка с семенами растоптыша, она бывает очень разная, просто читайте состав, ее также можно найти в аптеке, я так понимаю. И как ее принимать? Это такой вот порошочек, он выглядит как обычный такой измельченный порошок разного цвета, оттенка. Его, допустим, чайную ложечку вы можете добавлять в кефир, к примеру, или какой-то выпечке, или даже в котлеты к мясу напрямую. Каждая клетчатка, конечно, по-разному, но имеет свой небольшой привкус и запах, но ничего такого сверхъестественного, чтобы давиться этим, я не замечала уже сколько лет, так что обязательно вам советую. Ну и в принципе из продуктов питания и разных добавок это все. Осталось только показать, что я приобрела для ухода за телом. Первое, это, конечно же, такая вот жесткая щетка из натуральной щетины. Массаж с такой вот щеткой это просто номер 1 для восстановления упругости вашей кожи, чтобы не было растяжек, и вообще это очень и очень полезно. В комплексе с этой щеткой я буду использовать вот такое вот масло, это бренд у меня Риче, я думаю, многие его знают с инстаграма также, и это масло для тела на основе масла амаранта. Первый раз вообще такое слышу, вот хочу попробовать, которое восстанавливает поврежденные участки кожи, борется с растяжками, смягчает кожу и придает здоровое сияние. В принципе, я думаю, будет хороший результат, конечно же, при регулярном всем этом выполнении. И также с этим всем я буду использовать вот такой вот всеми известный скрабик кофейный. Я помню, что вообще этот бренд начинался, Риче бренд, начинался именно с этих кофейных скрабов. Теперь у них просто, наверное, абсолютно все есть и для кожи лица, и для тела. Вообще, как мне кажется, самое лучшее скрабирование для кожи тела это составом кофейных зерен, потому что как раз кофейные, более такие грубые зерна лучше всего скрабируют вашу кожу, лучше всего борются с растяжками. Да и вообще, когда вы скрабируете себя кофе, кожа даже приобретает очень такой красивый оттенок, и вообще даже аромат пробуждает вас, если вы делаете такой скраб с утра. Так что сегодня как раз и займусь этим скрабом. Ну и, ребят, наверное, на этом все. Я надеюсь, что этот ролик получился
получился не слишком длинным, но очень информативным для вас. Обязательно проверяйте описание под роликом, там будет очень много полезных ссылок на все, что я вам сегодня показала. Также, если вы хотите услышать мое окончательное мнение о некоторых продуктах, когда я их протестирую, допустим, то обязательно пишите об этом в комментариях, и я расскажу об этом в следующих роликах. Ну и, конечно же, если вам понравилась такая рубрика, то обязательно ставьте большущие пальчики вверх, я буду знать, что нужно снимать такие ролики почаще, потому что я частенько что-то заказываю в плане спортивного питания, каких-то добавок, даже спортивной одежды, что-то для своих тренировок. Да и вообще, как блогер, я очень часто пробую что-то новое и интересное, что появляется на нашем рынке, и, конечно, хочется вам дать свой честный обзор на это все, чтобы вам было тоже интересно и полезно это попробовать. Но я буду с вами прощаться, не забывайте включать колокольчик, напоминалку о новом следующем ролике на T-Gym. Всем удачи, пока-пока!